Привет всем, кто включил и смотрит мой канал Review.ru. Короткие школьные каникулы в конце июня с детьми решили провести в столице Франции, Париж. В один из самых романтических городов мира мы приехали рано утром. И, к сожалению, Париж нас встретил дождем. Но это не испортило нам настроение. Я в Париже была больше, чем 20 лет назад, и мне очень интересно, насколько за это время изменился город. Мое первое путешествие по городу любви и света оставило незабываемые впечатления. Могу сказать, что Париж – это один из городов, в который хочется возвращаться. Рано утром еще все закрыто. И работает только кафе, в которых можно насладиться чашкой пахнущего утреннего кофе. А мы едем в сторону самого знаменитого богемного символа Франции и Западной Европы – Мулен Ружа. Это кабаре в 1889 году построил в это время хорошо известный король веселья Жозеф Оле. И парижане, и приезжие просто рвались в кабаре, потому что там была очень свободная атмосфера. Танцы и шампанское до утра, а красивые девушки скружили голову ни одному господину. А в этой улице жизнь начинается вечером и бурлит до утра. Поэтому можно понять, что здесь тоже все закрыто. Все отдыхают. Монмартр – это очень французский квартал в северной части Парижа с сувенирными лавками и толпой людей. А мы обратили внимание на базилику Священного Сердца Иисуса Христа, которая видна от многих мест Парижа. Заходим внутрь, и нас удивляет очень большое пространство с стеклянным куполом, который достигает высоты 55 метров, и самой большой мозаикой в мире. Базилика стоит на самом высоком холме Парижа, и отсюда открывается дух захватывающая панорама города. Париж завораживает туристов своей невероятно красивой архитектурой. По моему мнению, это город не только любви и романтики. Это город стиля, моды, искусства и культуры. Мы едем рядом с рекой Сен, где открывается возможность полюбоваться прекрасными городскими пейзажами. Подъезжаем к одной из самых старых кафедр в Северной Франции и знаменитой во всем мире кафедре Парижской Богоматери Нотр-Дам, которая буквально пару месяцев назад пострадала от пожара. И в настоящее время кафедра закрыта для восстановления. И поговаривают, что это продлится больше, чем 10 лет.
Лувр – это бывшая крепость XII века, а теперь очень известный музей во всем мире, в котором можно увидеть и знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мону Лизу». А с этой площади начинаются Елисейские поля. Это престижная парижская аллея, со старых времен известная своими шикарными и дорогими магазинами, кафе и прекрасными парками. Елисейские поля длится до Триумфальной арки. Парижская опера. Парижская опера по занимаемой площади – это самый большой театр оперы и балета в мире. И опять побережье Сен. И опять прекрасный вид. Пока мы любуемся панорамой города, подъезжаем к современному Парижу с его башнями из стекла. Современный город – это противоположность старому Парижу, и мне он очень нравится. Эти впечатления останутся надолго. А здесь башня Монпарнас, наверх которой мы поднимаемся в самом быстром лифте Европы. За 38 секунд мы попадаем на 56-й этаж. Теперь у нас есть возможность насладиться Парижем из птичьего полета. Насладившись городом сверху, мы решили поплавать на одном из корабликов и посмотреть на город с реки.
Александровский мост. Для меня это самый красивый мост Парижа. Вид на город с реки тоже очень красивый. Подплываем к острову Сите и опять наслаждаемся Нотр-Дамом. Рядом с рекой жизнь бурлит и днем, и ночью. По реке ходят кораблики с веселящимися туристами, а рядом с рекой любят отдыхать парижане. Мы не представляли из себя больших туристов. Мы просто отдыхали. Попробовали настоящие парижские булочки и блинчики. А про французское кофе могу сказать, что своим вкусом ничуть не уступает итальянскому. Хотя везде полно кафешек и ресторанов, цены в Париже очень высокие. Например, ужин для одного человека стоит от 40 до 150 евро. А вот и парижская красавица – Эйфелевая башня. Не влюбиться в эту гордость Парижа просто невозможно. Или
наоборот. Только из-за Эйфелевой башни можно влюбиться в Париж. Конечно, мы видели и не совсем романтический Париж. Это на улицах спящие и просящие милостыни бродяги, поведение которых заставляло нас беспокоиться о своих кошельках и сумках. Наш корабль заканчивает свой путь, и 3 дня, которые мы гуляли по Парижу, пролетели как один миг. Завтра нас ждет Версаль. Кому будет интересно, продолжение следует. Я надеюсь, что мы еще встретимся. Пока-пока.